Всем привет! Добро пожаловать в новый челлендж выживания на ферме. Как вы видите, моя семья уже грустит, потому что у них была достаточно трагичная предыстория, но жизнь начинает налаживаться, потому что мы начинаем новый этап их жизни. Они потеряли все, у них были дорогие шмотки, что там, техника, квартира, в общем, все было прекрасно, замечательно, но по стечению обстоятельств они это все потеряли, и у них есть в распоряжении вот этот участок с заброшенной фермой. То есть тут когда-то была достаточно хорошо процветающая ферма, но это было давно. Есть какие-то остатки, есть строение, но нет газа, нет света, нет воды, есть только свечи, есть заброшенные, там, кстати, парочку растений еще осталось, но они такие типа самосевом. Когда-то они там росли и выросли заново уже самостоятельно, но если их, за ними поухаживать, то, я думаю, жизнь наладится. И ко всему прочему у нас еще и идет дождь. В общем, такая, как видите, трагичная немного картина, но ничего, это только начало, у нас все самое интересное впереди. И сразу хочу признаться, что этот челлендж — это полная импровизация. Я вообще не знаю, как все пойдет, что мы будем делать, как мы будем выкручиваться. Суть в том, что мы должны зарабатывать только сельским хозяйством, мы должны немножко улучшить качество своей жизни, но вначале нам нужно выжить, потому что мои персонажи еще чуть-чуть, и они проголодаются, а есть-то нечего. На самом деле они так смешно выглядят в этой своей одежде, такой веселый паренечек, они в черном, такие все трагичные, на каблуках, на нашей ферме. Кстати, сейчас перейдем в режим жизни, я тут кое-что поправила, потому что когда я создавала эту ферму, я в какой-то момент поняла, что она у меня заключена внутри себя. Ну, так сказать, ну, то есть подходов к ней, по сути, нету. Здесь везде какие-то заборчики, там, водоемчики. Я вообще не знала, с какой стороны подойдут симы. И только когда они прибыли сюда, я поняла, что вот с этой стороны, а здесь-то у меня везде вода, чтобы они каждый раз не делали вот этот круг почета, потому что в пекарне мы это уже проходили. Это очень долго, неудобно. Я им сделала вот такой вот мостик. Собственно говоря, мне кажется, это очень колоритненько получилось, очень удобно. Я надеюсь. Ну, то есть вот они приземлились, так сказать, сюда, и они быстренько могут здесь пройти до своего дома, который, кстати, вот специально он немножечко утоплен, то есть он вроде как от возраста ушел немножечко под землю. Потом мы это тоже все исправим. Так вот, у нас теперь есть проходик, и за счет нового обновления, видите, можно как-то это сделать достаточно цивильно, что не полностью переграждать путь, а вот этими сваями сделать. Мне кажется, это очень круто на самом деле. Я уже строила дом на озере, я уже знаю, как это выглядит. Так вот, вся проблема еще заключается в том, что мы, конечно, можем сейчас порыбачить, потому что сейчас 10 часов, 11 уже. Они все грустные у нас. Они не могут пойти случайно. Продуктивность еле-еле, отличная продуктивность. Они не могут пойти на занятия через 22 часа, отлично. А она, похоже, да, она может отправиться в школу. Ну, давайте хотя бы ее отправим в школу, потому что у нее тоже так себе продуктивность, а ты, товарищ, иди делай домашку. Не знаю, что в этом случае нужно делать. У него еще и проект есть, когда он уже успел. Вот, а наш папочка будет как-то добывать еду. Да, у нас вот есть. Надо куда-нибудь, кстати, ее определить, я думаю. Как вы думаете? Может, сюда? Не, к трактору не очень. Ладно, потом как-нибудь мы определимся. Может быть, сделаем ей какой-нибудь мемориальчик. Так, пока они, в принципе, себя хорошо чувствуют. Я, кстати, еще ни разу не пробовала залезть в холодильник, где вот это ограничение пустой холодильник есть. Давайте добавить лед. Теперь еда в холодильнике не портится даже без электричества, пока не растает лед. Текущий уровень льда в холодильнике. Нам нужно еще и лед добавлять. Вы серьезно? Я не знала об этом. Так, взять остатки пищи. А что у нас вообще здесь происходит? А что у нас? Что-то есть в холодильнике? Слушайте, да мы вообще тыквенные булочки. Это со старой квартиры, слушайте. У нас есть еда, у нас прям шикардосненько, слушайте. Клубничное варенье еще приготовленное Юлией Мухиной. И 2 сахара, у нас есть тыквенные булочки, у нас есть груша, у нас есть сыр. И у нас есть мука. Слушайте, мы вообще короли, я бы так сказала. Ой, я забыла деньги убрать. Сейчас, секунду. Я забыла деньги убрать, потому что я доделывала вот эту штуку, и надо было какое-то количество средств. А так вообще, да, у них нету денег, все плохо. Так, ну слушайте, у нас еда есть. Я в восторге. Но нам надо добавить лед. Я не знаю, как это происходит, но нам туда нужно добавить лед, чтобы он работал без
электроэнергии. Так, давайте отпускаем их. Как минимум, им нужно уйти с дождя. А он что, серьезно? Он прям тут сел? Вы серьезно? То есть парниша, у них есть дом. Он сел делать домашнюю работу вот тут. Но это вообще нормально или как? Это очень странно, честно. Ладно, проехали. Давайте посмотрим, как он будет добавлять лед. Все, он добавил лед, серьезно? И все? Просто тык, и все? Он ничего там не делал? Сколько у нас тут? 99,85. Отлично. Ладно. Окей, мы поняли. Так, что я тут высадила заранее? Я тут салат латук у нас есть, тыква у нас есть, сезон нормальная. Но вот эти вот штуки, они растут, мягко говоря, медленно. А не мягко говоря, очень медленно. Я пыталась, кстати, в челлендже пекарня вырастить, чтобы в новой серии, типа, уху-ху, у нас новые тыквы, у нас там новые арбузы, все прекрасно. Я играла. Я там кучу денег уже заработала, у нас там новые планы, и все прекрасно будет. Скоро выйдет новая серия. Но эти тыквы так и не выросли, короче. Это как-то очень долго. У нас тут, кстати, раз водичка, два водичка. А это, кстати, не рабочая водичка. Еще один момент, который я хотела обсудить по поводу того, что я не хочу продавать все продукты, которые мы будем получать вот через багаж. Потому что, это как-то нечестно. Мы будем все-таки в магазин ходить туда-сюда для того, чтобы продавать продукты. А что он? Он пошел плакать, ясно. И вот как раз-таки я хочу продать кое-какие продукты. 10. Я хочу курицу купить, если честно вам признаться. Я хочу купить хотя бы одну курицу, чтобы мы уже начали весь этот процесс. Купить кур. Серьезно, 150? 150? Можно, конечно, молодую курочку взять. 175, но это очень дорого. Молодой петушок. 75, обалдеть. А сколько это стоит? Сахар 10, отлично. Мука 10. А сколько это варенье стоит? Давайте попробуем, что-нибудь продать. Осталось 8. Привет, нельзя. Продать или удалить? Отлично. Я считаю, это идеально. Ладно, пошли тогда. Пока мы не можем, в принципе, ничего тут у нас сажать. Нам нужно что-то продать. Собрать воду. Искать лягушек. А почему нельзя отправиться на рыбалку? Персонажи могут рыбачить здесь только когда пруд будет заполнен. Рыбы разместите знак. Так у нас есть. Размещаем. И выберите... Это я выбрала или я не выбрала? И мы можем? Нет? Это что такое? Так. Персонажи могут помещать в пруд только тех рыб, которые находятся в комплекции семьи. У персонажа по имени Бенедикт нет рыб в коллекции. Повторите попытку. Ясно. Так. Ищем пруд, чтобы ловить рыбу. Его здесь нет. Нет, есть что-то? Мы здесь можем ловить рыбу, не отходя от кассы, так сказать? Здесь нет? Нельзя? Ничего нельзя? Серьезно? А это что такое? А, это эти птички, по-моему. Так, ну слушайте. Ну что это такое? Нам нужно какую-то рыбку. Я тут вообще, кстати, не изучала так сильно, прям пристально эти участки, чтобы вместе с вами тут, как видите, удивляться немножко, что мы нигде не можем порыбачить. Собрать воду, только плавать здесь, купаться нагишом. Я не хочу купаться нагишом, я хочу порыбачить. Вы серьезно? Я вообще нигде не могу порыбачить? И что мне делать? А что тут у нас происходит? Что это такое? А, это какой-то общественный сад. И что он мне дает? Он мне ничего не дает по факту, да? Так, я помню, кто-то у кого-то в обзоре ходил рыбачить к соседям. И мне кажется, что придется прибегнуть к этому. Что у нас практически открытый мир на самом деле. Где наша? А, вот наша. А здесь нельзя? Смотрите, какая капуста красивая. Мы не можем к ним пойти. То есть и в своем пруду мы не можем порыбачить. Вот, кстати. И давайте посетим их. Тут пусть ребенок Нет, давайте ребенка возьмем с собой.
Давайте их посетим, порыбачим, потому что раз не разрешает на собственном участке, надо как-то выкручиваться. Так, они прибыли к соседям. Давайте все-таки мальчик, наверное, доделает у нас домашку. Я так надеюсь, он взял ее, не кинул? Нет, не кинул нигде. Делай домашнее задание. Ты опять сейчас, наверное, под дождем. Ну, дождь же не вечно, он уже когда-то закончится. Просто это первый день. Когда первый день идет дождь, это, мне кажется, такая какая-то тоска бесконечная. Ну, в смысле того, что, знаете, когда вы в каких-то некомфортных для вас условиях... Давай, отправься на рыбалку, пожалуйста. Некомфортных для вас условиях еще и дождь идет. Все влажное, все неприятное, вам некомфортно и так. Еще вот это все. В общем, я их прекрасно понимаю. Так, ну что, давай рыбачь. А куда он пошел? О, ну он хотя бы спрятался, хорошо. Я за него рада. А тут, кстати, я так поняла, никто вообще не живет. Ну, отлично, нас никто не прогонит заодно, честно. Какая тут рыба есть? Нет, непонятно. Я же вроде запускала рыбу, ну честно, я там ставила этот значок. Но это, походу, ничего не значит, да? Так, давай мы тебя ускорим. О, а что-то он поймал, слушайте. Нам скажут, что? Так, окунь, отлично. Окуней люблю. 7 миллионов. Идеально. Давайте еще. Ну, то, что здесь нигде нельзя ловить рыбу, кроме как в частных прудах, это немножко странно, мне кажется. То есть в сельской местности, где, в принципе, я так понимаю, вообще... О, домашнее задание выполнено. Отлично. А что я тебе ничего сейчас не сделаю. Делать дополнительную домашку. А что? Что еще делать, пока папа ловит рыбу? На чужом пустом участке мы тут ловим рыбу, поэтому... он не может делать дополнительные. И школьный проект тоже. Не развлекай себя как-нибудь сам. Что ты собираешься? Играть под... Отлично. Идеальный ребенок. Он сам себя занимает. Так, все, давайте еще ускоримся. Сейчас, кстати, старшая придет еще с учебы. Она, кстати, еще вегетарианка, поэтому нужно это учитывать, поэтому рыбу на ужин мы не можем... у нас же есть еда, у нас есть пирожки, по-моему, какие-то. У нас есть еда. Слушайте, ну я прям себе сильно облегчила задачу, прям сильно. Я с собой недовольна. Можно было бы, конечно, продать все эти продукты и как бы начать вообще с нуля, но... Дождь кончился, какая прелесть, наконец-то. Так, а где наш сын? Бревно поймали, отлично. А что ты в дискомфорте, в жутком дискомфорте? В связи с чем это? А куда ты пошел вообще? Он пошел с каким-то мужчиной общаться. Это подозрительно. Так, все, он ничего не ловит, да? Серьезно? И Хлоя возвращается за школу. Ладно, давайте все домой идем. Итак, на самом деле дождь так и не кончился. Немножко просто посветлело. Все они наконец-то собрались на одном участке. Все, барышня, ты у нас пришла с учебы. Как ты себя чувствуешь? Ты чуть-чуть хочешь есть? Но у нас же теперь это не проблема. Вот я до сих пор не могу себе этого простить, что у меня есть продукт. Это даже неинтересно. Садись сюда на стульчик, уйди с этого дождя дурацкого, потому что он мне уже надоел. Я не знаю, как Симы это терпят, но мне уже тоже надоело. Так, сходи-ка в туалет. Ты уже хочешь, и ты хочешь кушать, на самом деле. Но ты можешь съесть все что угодно. Он у нас не вегетарианец, на самом деле. Давайте посмотрим, что мы тут можем. У нас же что-то есть, да? У нас можно просто отдельно сыр съесть, можно отдельно тыквенные булочки. Отлично. И, наверное, он сделает свой проект. Я думаю, это будет идеально. А папочка ему поможет. Что надо как-то поднимать их успеваемость, потому что раньше отец не особо волновался как-то, как у них там все происходит. Давай окунями хотя бы. Итак, я все равно не могу отправиться на рыбалку. То есть я вроде бы уже заполнила пруд. Но что-то я не понимаю. Так, выберите вид рыбы, который вы хотите поместить в этот пруд. Чем больше видов рыб находится в коллекции, тем больше вариантов доступно. Окей. Так, включаю жизнь. И не могу. Почему я не могу? Почему? Он опять пошел плакаться. Я понимаю, у тебя горе, но надо как-то собрать себе в кучу. А что у нас, кстати, здесь растет? У нас здесь черешни. Ух ты ж, я уже забыла. И грушевое дерево. Я хотела сказать, что у нас там есть груша, можно ее полить, серьезно? То есть весь день идет дождь, но агрокультуры надо поливать? Мне кажется, это немножко странно. В этом есть что-то не... Так, навык садоводства, хорошо. Неестественное.
Так. Мне кажется, он очень смешно выглядит в своем костюмчике, поливающий из леечки в этих туфлях. Видите, у него такие прям серьезные взрослые туфли. Он же был депутатом, должен был всегда хорошо выглядеть. Так, что у нас тут хорошее произошло? Голосование закрыто, отлично. Меценатство получает большинство. Я не знаю, что это такое. Так. Ну что, ты у нас... ты у нас тоже плачешь. Ты тоже плачешь. Делай домашнее задание лучше, а потом пойди поешь что-нибудь. А малой где? Он в туалете, наверное. У меня же теперь туалет очень далеко. Так, интересно, а сыр ты можешь есть? Мне прям интересно, пусть возьмет сама. Она печенье возьмет тыквенное. Ну, хорошо. Просто она же вегетарианка, там написано, что она не может мясо и рыбу есть. А вот яйца и молоко, и что там, сыр, производственный от молока, она может есть? Ее не стошнит, как вы думаете? Вообще нам... О, смотрите, как светится, классно. Это я добавила эти штучки. Так, ну что, мы все-таки не можем, да? Слушайте, это немножко странно. Я что-то не понимаю. Это у меня что-то не клеится? Или это у них? Что-то не то происходит. Я понимаю, что ты хочешь выплакаться, но не надо. Особенно в детской кроватке. Что у нас тут есть? Это окунь. Что, его надо прям вот выпустить? Нет? Нет, это уже не этот. Не живой окунь. Ладно, как-то это все странно. А мы можем этого окуня приготовить? Я просто рассчитывала на этот пруд, что... Ой, мы вообще ничего не можем готовить, да? Даже рыбу? Почему мы рыбу не можем готовить? Шашлык из рыбы? Любая рыба, 2 нужно. Отлично. Я считаю, это идеально. Я рассчитывала на этот пруд, что они будут тут ловить рыбу постоянно. То есть, видите, здесь рыба по факту типа есть. Я же запускала ее специально. Но мы не можем прям туда заглянуть. Вот рыба, смотрите, вот есть. Вот. Чё мы не можем ее ловить? В чем прикол? В чем вообще смысл? Я не понимаю. Ладно, мы уже тут клонится к вечеру. Сейчас я их всех, наверное, поукладываю. Будем отдыхать. Завтра будем разбираться. Я надеюсь, что как-то... А что мы можем сделать? Экономия воды. И что? В чем создать копию? Смыть. Ладно. Когда-то же это все пройдет. И печаль, и радость. И мы как-то... Будет солнце, будет это... О, смотрите, как они симпатичненько сидят и чем-то занимаются. В доме бабушки. Вот так оно и должно быть. Все, давайте до следующего дня. Сейчас я почитаю, что с этими... Ты застрял, да? Отлично. Итак, доброе утро. Новый день, новые задачи. Я уже придумала, чем мы сегодня будем заниматься. Что с прудом, я так и не выяснила. Никто толком ничего не говорит. Будем пробовать искать. Мы найдем решение. Так вот, я просто хотела показать вам нашей Хлое, какой у нее костюмчик симпатичный. Вот так вот она спит пока в очочках. Потому что у нее плохое зрение. Но она это тщательно скрывает. Вот. И у нее вот такой вот симпатичненький костюмчик. Как я вам говорила, она со временем... все они будут со временем меняться, то есть и все их одежды, все виды одежды тоже будут меняться. Ты сама себе уже назначила еду, что я тут парюсь? Вот, в 6 часов утра как бы деревня просыпается. Смотрите, как у нас тут красиво. Это просто что-то невероятное. Каждый следующий город, он все красивее и красивее. Как бы и природа, и само... О, наш вампир любимый, который ко всем ходит в гости. Смотрите, как это красиво. Еще и звуки такие. Птички поют. Так, шикарно. Я считаю, прям, видите, наш дом просыпается. Сегодня мы, кстати, будем, в общем, копить, искать где-то деньги на единственного цыпленочка. Курочку, которую мы заведем, она же потом вырастет. Не обязательно же сразу готовую курицу покупать. Можно же купить цыпленка, он вырастет, и будет курица, будут яйца и все такое. Вот, поэтому сегодня мы будем пытаться заработать на эту курицу. Вот, что... Ой-ой-ой. Ой, слушайте, у нас тут как-то что-то зашевелилось. Во-первых, нам нужно это все обработать, но дети сейчас пойдут в эту школу. Ой, такие звуки классные, не могу. Так хочется на природу. Так, они у нас застряют постоянно в этом месте. Надо что-то решать. Короче, убирать, наверное, этот стул. Он мешает, и можно им только вот через то, что сесть, и потом встать. Тогда только они могут. Так,
я бы тебе советовала на самом деле в душ сходить, пока это есть возможность, пока все остальные мужчины не проснулись. Принять быстрый душ с прохладной водой? Серьезно? А что тут происходит? Что это такое? Это травушка, наверное, какая-то, да? Просто залезла случайно. Я не думаю, что у нее будет сейчас хорошее настроение после холодного душа быстрого. Но что поделать. А, тут у нас малой, как обычно, просила прыскать. А что ты не можешь дойти? Ты же можешь. Все у тебя нормально. Ты вчера все доходил. Нет? Так. И чего? Видимо, эта травка мешает им. Нет? Нет, ничего не мешает. Что это такое было? Иногда у них бывают какие-то такие, типа, о, нет, все, я не могу. На самом деле все возможно. Мне прям холодно за нее. Она как солдат. Она еще и плачет. Ну, да, она маму потеряла не так давно. Кто там орёт? Уже нет. А, наверное, утки. Так, молодые люди, вы тут будете просыпаться? Ну, ладно, папа пусть отсыпается, а ты просыпайся, наверное. Потому что ты хочешь в туалет, ты хочешь есть, а скоро уже в школу, пока туда-сюда, пока ты дойдешь до туалета. У нас же это все далеко. Слушайте, сколько тут? 4 осталось. Ну, еще можно. Мы, кстати, вчера доделали. Школьное превосходное качество, слушайте, вообще крутяк. Так, отменяем. И сходи-ка ты тоже в душ. Я знаю, ты тоже весь расстроена. А куда она ушла? Сейчас мы ее найдем. Ты где? Ух ты ж, она сама пошла? Серьезно? Ну, класс. А куда она ушла? А, она уже ушла в среднюю школу? А что, я прошляпила этот момент? Вообще, да? Я его поздно разбил. Что-то мне казалось, что они с 9, слушайте. Ну, ладно. Как бы... Ну, бывает в жизни огорчение. А, ты у нас тоже встал, слушайте. Ты опять плачешь там под кроватью. Так, у нас тут куча тарелок накопилась. Нам нужно что-то делать с этим стулом. А что у нас тут со льдом? У нас еще есть. Возьми, пожалуйста, что-нибудь поешь. А, нет, ты... Так, ты опять застрял. Сейчас застрянешь, да? Все, бросай вообще на самом деле кушать. Иди в школу. Это уже как бы время. Свои булочки сидит, хомячит. Которые еще от мамы достались. Слушайте, интересно, они используют именно этот стол как обеденный, хотя у них есть вот обеденный стол. Стул, все есть обеденное. Они упорно сюда ходят. Кто воняет? Ну да, надо потом помыть посуду. Ты идешь, да? Слушайте, хорошо, что я сделала вот этот мостик. Они, конечно, им, ну, как бы они им пользуются. То они бы там ходили, черт знает где, обходили. Так они практически напрямую ходят. Что такое? Наушники, капельки? Да, но мы ими не будем пользоваться. И продавать мы их тоже не будем, потому что мы не можем. Пора домой. Бенедикт-младший сейчас в школе, прогулы станет причиной плохих. Нет, не хочет. Вообще-то он идет... А чего он? Я не поняла. А почему ты резко перестал идти в школу? Иди в школу. Что такое? Ты не можешь? Или ты не хочешь? Что происходит? Иди в школу. Что это такое? Что за самоволка? Ты помыл посуду? А что ты не моешь посуду? Я не поняла. Я тебе сказала, помой посуду. Вот. Улучшаем оценки. Нам тут надо вот как раз это все привести в порядок. Ты скоро вообще вырастешь? Ну, мне кажется, не скоро. Средства от жуков. А это что такое? Ага. Давайте. Что у нас тут? Надо все-таки банку с вареньем попробовать продать. Ну, что с этим делать, а? Я не понимаю. Может, вы мне подскажете? Может, это я что-то? Ну, скорее всего, это я что-то недопонимаю. А это, кстати, новая фактура для воды. Смотрите, какая она просто реалистичная. Это с ума можно сойти. То есть есть вот эта голубенькая такая, бассейнишная, а это что-то новенькое. И эти блики просто классные. Это какое-то вот новенькое что-то. Вот плескается же это. Ой, а кто это вообще? Что это такое? А, то есть вчера, когда был дождь, они не пришли, а сегодня такой, типа, круто. Не хочу я с вами знакомиться. Нет, пока нет. Нам пока это... Призрак звонит. Ай, нашей жены. Это как-то странно. Так, давай тебя ускорим.
Я пока не очень знаю, понимаю, что нас так жуки просто зажрали, на самом деле. Над всеми растениями жуки, 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 бесконечные жуки. Нам, в общем, надо как-то... Давайте съездим в этот магазин, вообще посмотрим, что можно продавать, что нельзя продавать. Преподавать. Продавать. Давайте заберем с собой. Открой, пожалуйста. Может, все-таки сыр можно продать будет. И варенье попробуем. Ну, вдруг... О, 3-4. Может, мы сможем. Ты же вроде должен был поесть, нет? У нас, кстати, мне кажется, лед закончился в этом нашем супертехнологичном холодильнике. У нас закончился лед. Ну вот, давай, доделывай жуков, и мы поедем в город. Посмотрим, что у нас там вообще есть, насколько нам это все удастся продать. Может, мы и возьмем да и накопим 75. А может быть, кстати, можно сделать какое-нибудь задание от кого? От жителей. И тоже что-нибудь там продать, перепродать, что-нибудь такое сделать. Итак, наш грустный Бенедикт приехал в город, и я, если честно, здесь еще ни разу не была. Я видела видео других людей, но вот лично пока еще здесь не была, и мне безумно нравится. Конечно, они продумывают городки просто шикарно. Кстати, вот эта катка у нас, по-моему, есть в отладках. Я все думала, для чего она нужна? Она вот для кустиков нужна. Так, и что мы тут? Мы поздно пришли, что ли? Слушайте, нет, подождите, 3 часа. Во сколько ты должна работать? Ты еще должна работать. Все, окей, все, я переживала. Так, СТП. Так, давайте, что ты хочешь? Поболтать с Сарой? Так, нет. Продать предметы. Вот, мы же можем что-то продать. Она нас зазывает. Так, конечно, красиво. Ну, такой грустный у него, конечно, еще. Счастливый час все скряк, напитки со скидкой. У нас вообще никаких денег нету, поэтому у нас... Мы не скряги, мы просто бедные люди. Так, слушайте. Ну, такое, как бы 34, 7 и 10. Короче, на этот... Нам не хватит вообще. Так. Даже на цыпленочка нам не хватит. Здесь можно рыбачить. Слушайте. Так, подождите, нет. Знаете, что я хотела? Нам, скорее всего, не хватит на цыпленка, поэтому нам нужно что-то посадить. Здесь же, да? Что у нас здесь? Купить предметы. Ну да, давай. Торговаться нам пока еще рано. Я же думаю, здесь можно покупать эти семена. Давайте, наверное, купим семена, самые простые, потому что вот эти крупные породы, они, растут просто вечность. Нам нужно что-то обычное такое. Что у вас есть? Авокадо? Нет, у нас... что здесь? Животные. Шерсть ламы. Слушайте, можно ее, оказывается, продавать. Ее покупать можно и продавать. Вот, шерсть оранжевой ламы. Но у нас пока ничего нету. Так, цветы нам не нужны. Ингредиенты тоже другое. Слушайте, я забыла. Я такая классная, типа, давайте будем вышивать, давайте будем шить, давайте то. Я забыла, что для этого нужны деньги. Для этих штук. Блин. Ай, ладно. Так, зимние растения, летние овощи, семена арбуза. У нас, кстати, арбузы баклажана, мне кажется, нету. Семена симской комариной ловушки. 357 миллионов. С ума сойти. Вот, фермерские овощи и травы. Эксклюзивный 108 миллионов. Ну, как-то цветы и фрукты. Я хочу и то купить, но у нас 51. Что мы можем себе? Мы вот овощи для новичков. Мы можем себе позволить целых 35. Кошмар. Давайте сразу откроем, посмотрим, что нам там дают. И пойдем порыбачим. Открой комплект семян. И иди рыбачь, потому что нам все-таки нужно запустить что-то в свой пруд. То есть это же невыносимо. Вон там что-то плещется. Так, смотрите, у нас есть морковка, у нас есть грибы, у нас есть что это такое? Корень таро. А почему необычная картоха? Что это за изыски? Вот же рыбка такая, смотрите, большая, маленькая. Мы же заодно ее сразу продадим. Так, давай быстрее иди. Так, ну он наконец-то дошел. Я надеюсь, у него как-то успешно это все будет. Ну, конечно, я говорю, все это делает в своем этом костюмчике. Это очень комично, мне кажется. Ситуация такая, что он... Ну, он симпатичный. Куда там все носятся.
вообще, конечно, красиво так. Там что-то есть. Ой, я, кстати, встречала эту траву, она, оказывается, для воды. Я ее пихала на сушу. Вот это колечко или как оно. Надо что-то такое-нибудь, что-нибудь такое построить. Оно круто выглядит. Мне кажется, части вот этого всего есть в отладках. Надо над этим подумать. Ну что, мы еще ничего не поймали, нет? Что-то он ловит, не половит. Так, корюшка. 6 миллионов. С ума сойти. Это сумасшедшее. Прям сумасшедшее. Деньги. И так как он у нас был депутатом, у него обаяние, научные исследования на десяточке. Еще и видеоигры у него есть. Отлично. Это прям то, что нам нужно. Садоводство уже на 2 уровне. Рыбная ловля. На 1 еще. В общем, ладно, сейчас доловим. Может, что-то еще половим. О, нам что-то вроде попалось. Нет? В общем, наш Бенедикт толком ничего не поймал. Одна эта корешка несчастная и больше ничего. Мне так нравятся вот эти цветочки, цветочные поляны такие классные. Я тут всему удивляюсь, мне все так нравится, все так нравится. В общем, привыкайте просто к этому. Так, давайте все-таки посмотрим. У нас вот есть корюшка. Окей. И мы по-прежнему не можем. То есть тут 3 надо как-то. А зачем нам собирать воду? Кстати, мне все интересно было. А на самом деле уже очень поздно, достаточно поздно. У нас тут такой сад, слушайте, что с ним произошло? Оно все какое-то заросшее. Ну ладно, этим будем заниматься завтра. Давайте сегодня хотя бы... Что у нас тут, кстати, по соседству? Баклажан. О, у нас есть баклажан. Давайте его заставим посадить. Как-то оно странно садится. Ну ладно. Так, тик, тик, тик. И что у нас это? Картошка или что? В общем, короче, сажай. Посади. Надо было 1 грибочек оставить, наверное. Хотя у нас там есть вроде из чего приготовить. Мне, кстати, так понравилось, как вот тут получилось такой, типа, уходящий в этот... дорожка, уходящая в воду. В этом что-то есть. Так, у нас расстроенные дети. Так, ты пока делай. Сейчас я пока посмотрю, что у нас тут с детьми. Они там на самообеспечении были, но что-то как-то без энтузиазма. Когда у них уже печаль-то пройдет? Это уже немножко устала. 8 часов. О, завтра мы уже будем без печали. Хорошо. Надо еще что-то с этим стулом делать. Ну и мы его, наверное, просто перенесем куда-то. Продавать мы его не будем, это полезная вещь. Ты еще хочешь есть? Ой, ёшкин кот. Ну, что ты такой вообще никакой после школы пришел? Вообще какой-то. У нас тут скапливается блишка, надо будет завтра еще постирать. Ё-моё. В общем, дел не в проворот, мягко говоря. Я бы так сказала. Так, ты у нас полностью выспавшийся в 9 часов вечера. Как-то, мне кажется, это очень странно. Что ты делал, товарищ? Так, почитаю. У нас тут, в принципе, развлекаться больше нечем, по-честному. Так, давай посмотрим, как ты будешь набирать воду. Мне прям интересно, что ты будешь делать. Так, подошел, вошел. Хлюп. Так, этот участок без удобств производит воду с избытком. Предметы, для работы которых необходима вода, будут нормально функционировать, если вы продолжите производить больше воды, чем используете. Чё-то я немножко не поняла, в чем прикол. То есть надо будет потом залить в унитаз это все дело. Да, у нас тут уже все вонякает, смотрите. Значит, нам надо смыть отдельно. Экономия воды. Сломать ради шутки. Ой, у нас, кстати, раковину надо какую-то им прикупить, потому что они туда-сюда вот это ходят, чтобы помыть ручки. И я такая, кошмар. А что ты вообще себе все отменила? Они что-то в этот душ как-то не очень сильно хотят ходить. Я так и не понимаю. Не, я понимаю, конечно, их вообще очень сильно понимаю, но не понимаю. Да иди уже в душ. Я прям чувствую, как им холодно. О, смотрите, он уже 3 уровня достиг. Я думаю, ради этого его уже можно переодеть, потому что он уже заслужил это дело. Потому что он тут уже хорошенечко так прокачался. У него 3-й навык этого садоводства, 2-й уровень рыбной ловли. Я считаю, это идеально. Слушайте, может, правда, рыб нужно 3, а у нас только 2. А что у нас здесь?
Виды рыб, которые здесь отображены, были найдены вашим персонажем. Чем больше видов рыб найдено в одном мире, тем шире будет ассортимент. Вы можете в любое время изменить виды рыб, доступные для рыбной ловли. Да я вообще ничего пока не могу сделать. Я не понимаю, в чем прикол. Так, у меня тут вполне самостоятельные дети, на самом деле. Давайте проверим, как наш холодильник работает. Тут же нам надо, оказывается, за ним следить, чтобы в нем был лед. А, все, привет. Прекрасно. А что у нас тут вообще осталось? Он тоже уже такой уставший, замученный. И тут еще есть одна порция. Есть груша, есть сахар, есть мука. Я думаю, что-то мы из этого сварганим впоследствии. Так, ну что, дорогуша? Ты тут все сажаешь? Ага. Ну, завтра мы, короче, будем заниматься прополкой, всем прочим. Я думаю, это все будет завтра. Что ты хочешь? Душевный разговор. Как это мило. Видите, он очень любит свою дочку. Да? Она ушла. Она пошла спать. Она устала. Ну, я ее прекрасно понимаю. Ну что ж, я думаю, на этой прекрасной ноте мы с вами закончим. Бенедикт такой задумчивый, немножко уставший, но он учится с этим всем справляться. Вроде бы у него неплохо получается, как мне кажется, потому что курочку мы не купили, но мы купили кое-какие овощи. Я надеюсь, они быстро вырастут. Быстрее, чем мы опустошим холодильник, потому что у нас там вроде еще что-то есть, может, что-то приготовим. В любом случае, всегда можно пожарить рыбки. Конечно, наша дочь не сможет поесть, но покривится, но поест. Я думаю, если прям будет безвыходная ситуация. Но я постараюсь все-таки ее не мучить. Постараемся все-таки что-то испечь. Может быть, там... Ну, можно же что-то с грушей, с мукой сделать. И у нас еще сахар есть. Я думаю, какую-то выпечку мы тоже точно сможем сварганить. Но это все в следующей серии. Я думаю, я даже вообще без паузы это все буду делать, потому что вначале это очень интересно, как это все развивается. И будем уже постепенно преображать наших героев. Все, подписывайтесь, ставьте лайк до следующих серий. Пока-пока.